Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Северяне, я услышала вас и сегодня уже приготовила для вас специально видео для квашения капусты. Лучшие дни квашения капусты в августе. Я поняла, что у вас с середины августа уже испортилась погода и уже капуста будет дома. Сейчас мы рассмотрим этот период, а также для тех, кто позже будет собирать капусту в сентябре месяце. Итак, у вас сразу будет два агрогороскопа для квашения капусты. Выбираем самые лучшие дни, московское время. Итак, первый месяц это август. Мы немножечко упустили, но вы только написали, что собираетесь убирать капусту, так что у вас есть время, чтобы капуста подготовилась к квашению. И можно будет это дело выполнить 18 августа, начиная только с 10 часов утра и до конца суток. 19 августа все 24 часа, 20 августа с 0 часов и только до 9 часов. Будьте внимательны, если смотреть просто на агрогороскопы, просто календари, то там будет у вас время такое, что до 11 часов 50 минут. Следующий знак, кстати, Водолей в 11 часов 50 минут. И это время, когда стихия воздуха и когда все наши овощи, плоды становятся жесткими и сухими. Поэтому постарайтесь вот 20 августа закончить утром. Чем раньше, тем лучше. Но самый крайний срок до 9 часов утра заготовить вот эту капусточку, нарезать и заквасить. Это что касается вот этого периода середины месяца. Так что у вас все очень хорошо получается. Соберете в середине, и вы сможете уже заквасить первую партию капусточки. Следующую партию можно уже в конце месяца. Это Телец, убывающая луна, очень хороший период, 27 августа с 9 часов утра начинается этот хороший период и до конца суток. 28 августа все 24 часа и 29 августа с 0 часов до 17 часов. То же самое здесь будьте внимательны после знака стихии Земли. Телец, будет идти следующий знак, знак стихии воздуха, Близнецы. А это время, когда растения заняты дыханием. Это время стихии воздуха. Растения и плоды их становятся жесткими, сухими. Поэтому смотрите, до 17 часов, не позже, заквасьте капусту. Будет запас у вас пару часов для того, чтобы капуста начала бродить, уже начался процесс квашения, и затем вот этот период в близнецах нормально пройдет, и капуста получится очень вкусная. Вы уже убедились в этом многие, когда квасили капусту в прошлом году с нами, и уже 2 года некоторые пишут нам, что очень хорошо получается, и они с удовольствием квасят каждый месяц капусту, всегда свежая, вкусная, и очень хорошо получается. И сразу же хочу ответить еще на один вопрос. Некоторые наши зрители спрашивают, не влияет ли квашение капусты, если находится луна в рождении, то есть в новолуние или в полнолуние, или в переходе луны из первой во вторую фазу, из третьей в четвертую. Я уже проверяла столько раз, не влияет. Самое главное вот этих 2 знака. Вот эти 2 знака, получается капуста всегда супер вкусная и очень хорошая она, и сладкая, и хранится хорошо, и цвет, и аромат. Ну, буквально все получается замечательно. Итак, давайте август вы уже скопировали, записали. Я ответила на ваш вопрос. А теперь сразу же рассмотрим вопрос сентября, чтобы не отвлекаться на эту тему. Смотрите, у нас есть еще один календарь, я его уже подготовила, так что вы можете заранее себе спланировать и эти графики использовать для того, чтобы готовить вкусную капусту. Итак, лучшие дни для квашения капусты в сентябре 2021 года. Агрогороскоп составлен по московскому времени. Козерог, снова же растущая луна, замечательный период, начинается 14 сентября с 15 часов дня и до конца суток. 15 сентября все 24 часа и 16 сентября с 0 часов
И снова вот этот период, чтобы его... Вот я столько раз пробовала, вот частично оставляла капусту и именно вот оставляла до этого периода. Хотя бы вот до 18, вот себе думаю, там несколько минут, ничего страшного. Получалась жесткая капуста с горечью. Поэтому будьте добры, вот смотрите, запишите себе вот это время 16 сентября с 0 часов и до 15 часов успейте все уже сделать, накрыть, заквасить, закрыть закваску, для того, чтобы было несколько часов вот для начала вот этого периода квашения. Запомнили, до 15 часов 16 сентября. Продолжаем. У нас следующий хороший период снова же. Смотрите, какой он длинный. Телец, убывающая луна. Что здесь? Здесь у нас 23 сентября уже хороший период для того, чтобы квасить капусту. И он начинается с 16 часов и до конца суток. 24 сентября все 24 часа. И 25 сентября все 24 часа. Там уникальное время как раз получается 26 аж в 3 часа 38 минут будет переход Луны в знак Близнецы. Поэтому вы можете до конца дня себе спокойно квасить капусту, все делать, и все получится очень хорошо. Здесь нету вот такого резкого перехода, тем более, что это уже ночь. Но снова же у нас в разных странах, в разных регионах наши зрители. Но вот этот период, пожалуйста, соблюдайте, и у вас все будет получаться самым наилучшим образом. Раиса Горяченко и Александр Волик ответили на ваши вопросы по поводу квашения капусты. Пришло это золотое время, когда квасится капуста, аромат капусты, яблок, моркови. Это все смешалось, и это так вкусно. Вот это витаминная, прекрасная бомба своеобразная. Вот этот витаминный набор очень вкусен и полезен в это время. Ну что ж, осень еще не началась, но у нас уже на нашем канале осенние заботы, подготовка к зимовке и квашение капусты было в сегодняшнем видео. Всего вам самого доброго, вкусной вам капусты, крепкого вам здоровья и благодатной погоды. До новых встреч на нашем канале.